Здравствуй, Сереженька. Здравствуй, Артурка. Друзья, всем привет. Вы смотрите и слушаете русское радиошоу. Я Сергей. И я Артур. Мы находимся сегодня в очень красивом месте. Мы пьем кофе, мы едим печенье, потому что мы сегодня говорим о еде и напитках. Артур, сегодня у нас эпизод, предназначенный для студентов, чей уровень примерно B1, B2. Будем говорить чуть-чуть медленнее. Окей. Будем говорить о еде. Любимые темы – это разговор о еде. Многие знают, что мы очень любим перед тем, как что-нибудь выпить, сказать тост. Мы, правда, не говорим их, когда пьем кофе, но мы нарушим эту традицию. Дорогие студенты, тост за вас, чтобы вы изучали русский язык с удовольствием, чтобы он легко вам давался. И чтобы ваша речь была очень красивой, такая же, как у нас. Сереж, я знаю, что ты очень любишь поесть. По мне видно. Нет, по тебе как раз-таки этого не видно. Расскажи, пожалуйста, какая из кухонь мира самая любимая у тебя? Итальянская. Итальянская. Интересно. Я очень люблю итальянскую еду, потому что итальянская еда простая. Ингредиенты какие? Хлеб, мясо, овощи, рыба, бобовые, разные крупы. Ты называешь составные блюда любой кухни мира практически. Это правда. Но мы об этом поговорим подробнее. Какая твоя любимая кухня? Моя любимая кухня – японская. Японская. Конечно. У меня японская на втором месте. Хорошо, японская кухня. Кстати, ты знаешь, я читал статью, что, во-первых, в Японии, конечно, много долгожителей, людей, которые очень долго живут, но сейчас буду тебя пугать. В Японии один из самых высоких процентов рака желудка. И связывают это с тем, что они едят сырую рыбу. Ты меня очень напугал. При условии, что мы живем в Барселоне, как вы знаете, у нас есть очень популярный формат японских ресторанов, который называется буфет либре. Что это значит? Ты платишь деньги за вход и ешь столько, сколько хочешь. Но дополнительно заказываешь напитки. Да, напитки ты оплачиваешь отдельно. И после твоей информации об опасности сырой рыбы я задумаюсь о том, нужно ли так часто ходить в японские рестораны. Мы ходим не так часто. Слушай, есть русские блюда, а все-таки наши студенты интересуются русским языком, русской кухней. Есть русские блюда, которые некоторые мои студенты любят, и есть русские блюда, которые некоторые мои студенты ненавидят. Да, я угадаю. Давай. Твои студенты ненавидят селедку под шубой и холодец. Холодец. То, что я обожаю холодец. Я тоже. Все очень любят салат оливье, который во многих странах называется по-другому. Это русский салат. Ничего не имеющий общего с нашим исконным оливье. Да, это правда, есть большая разница. Слушай, я вчера буквально говорил с одним студентом из Бильбао, из Испании. Роберто, привет. Привет, Роберто. У него русская жена, и мы говорили как раз о еде. Он сказал, что он ненавидит холодный холодец, но любит теплый холодец. Я спросил, как это? Он же растает. Да. Я никогда не слышал о теплом холодце. Мне кажется, что это действительно будет какой-то суп. Это будет бульон. Да. Скажи, что ты обычно ешь на завтрак? Ты завтракаешь плотно, у тебя плотный завтрак, или все-таки это что-то легкое? Это что-то среднее. Я люблю на завтрак свежесваренный кофе, греческий йогурт и банан. Неплохо. Это, как правило, мой завтрак. Мой идеальный завтрак и самый любимый – это хлеб, причем не белый хлеб, а черный хлеб. И в некоторых странах трудно найти черный хлеб. В Испании сложно найти черный хлеб. Поэтому я пеку его сам. Это черный хлеб, это авокадо и вареные яйца или лосось. Я очень люблю. И, конечно, кофе. Кстати, интересно, что раньше, например, я очень любил кофе с молоком. В последнее время я пью просто черный кофе. Как и я. Да, американо. Что ты обычно ешь на обед? Это разные блюда. Но ты ешь как настоящий русский суп.
Борщ. Нет. Щи. Нет, суп бывает у нас очень редко, Мгм. не чаще 1 раза в неделю. Но как люди из России мы любим супы. Как правило, это курица на гриле. И это может быть картофельное пюре, очень популярное у жителей России блюдо гарнир. Это может быть гречка. Гречка. Конечно, гречка, авокадо и соевый соус – это мое личное изобретение. Русские так не едят. Подожди еще раз. Гречка. Соевый соус и порезанное авокадо сверху. Я ем гречку, но без соевого соуса, с авокадо и с яйцом, но я иногда добавляю соус песто. Я попробую так. Попробуй. Попробуй с соевым соусом, это очень вкусно. Хороший лайфхак. Хорошо, то есть, в принципе, у тебя обычно только одно блюдо на обед. Да. Первое, второе и компот. Нет. Нет. Это какая-то очень устаревшая форма обеда в нашей стране. Мне Кстати, ты ешь только 3 раза в день, как обычно, завтрак, обед, ужин? Нет, я ем по-разному, когда хочу. Если мне хочется что-то, я могу перекусить. Мы называем это перекус. Это может быть яблоко, это может быть тост, это может быть кофе опять же, со стаканом греческого йогурта. Слушай, в России сейчас часто говорят «снэк». Да, мы заимствовали это слово из Да, английского. русское слово «перекус», но очень часто говорят «снэк» и даже пишут в меню «снеки». Да. Хорошо, твой ужин какой? Тоже по-разному. Если это ужин дома, то это может быть стейк, это может быть рыба, приготовленная на пару, например, лосось на пару. Если это выход в город, то это вообще может быть все, что угодно. Очень сложно сказать. Что захочет душа? Да. в этот Что захочет момент? душа. Если это условно раменошная, ресторан, где готовят рамен, то это будет рамен. Если это какой-то испанский ресторан, это может быть все, что угодно. Любой тапос, картошка. А когда ты жил в Москве, я знаю, что вы ходили, ели часто в разных ресторанах. Какие были любимые рестораны? Какая кухня? Грузинская. Кстати, это интересно. В России вообще у русских есть большая любовь к кавказской кухне, правда? Правда. Как ты думаешь, с чем это связано? Я думаю, это связано, во-первых, с ее невероятно насыщенными ароматами, специями, потому что русская кухня, она достаточно простая, она достаточно пресная. И калорийная, И очень, да, калорийная. потому что климат располагает. Тебе нужно согреться, Да. поэтому, соответственно, это все очень калорийное и при этом не отличающееся насыщенными вкусами. Мгм. Она достаточно простая. Кавказская кухня – это вкусовой взрыв. Это приправы, это травы, это различные виды мяса. И это привлекает русских, да. Поскольку мы начали говорить о вкусах, как раз для студентов будет полезно повторить лексику. Поговорим об этом, что ты любишь, что нет. Я не люблю пресную еду, конечно, пресная еда без вкуса. Я не люблю острую еду. Ты любишь? И я люблю острую еду очень сильно. Когда я был в Таиланде, в ресторане всегда просил, можно мне блюдо не острое? Они спрашивали, от 0 до 10 сколько? Я всегда говорил 0. Артур, это все равно было очень Да. остро для меня. У меня просто горел рот, я пил воду. Я бы говорил 7. 7. Окей, ты любишь острую Да, еду? я очень люблю острую еду. И, насколько я знаю, это тоже не случайно, почему в Азии любят острую еду. Мгм. Это связано с безопасностью продуктов. Да. Этим самым они пытаются убить бактерии в этой еде, потому что очень жарко. Соответственно, это необходимость. Мгм. Говорить о кислой еде странно, потому что кислой еды не так много, но что я тебе могу сказать, я ненавижу кислый кофе. Есть такие сорта кофе, они очень кислые. И у меня есть друг, у которого бар в Барселоне, и он всегда заказывает у поставщиков кислый кофе. Я говорю, Витя, А почему? Не знаю, он говорит, многим нравится, и ему нравится кислый вкус кофе. У нас есть с тобой друг Сергей в Литве, которого знают и наши зрители. Он всегда пьет кофе с лимоном. Кофе с лимоном? Он добавляет эту кислинку, кислый вкус в лимон. Кофе с лимоном. Да. Единственное, у меня нет друга в Литве, но я поверю, что он пьет кофе с лимоном.
Сладкий вкус. Я сладкоежка. Я люблю сладкое. Я себя останавливаю на этой прекрасной ноте. Я съем это сладкое печенье. И мое тоже. Я тоже люблю сладкое. Мы таких людей называем, как уже Сергей сказал, сладкоежка. Сладкое есть сладкоежка. Мгм. Я очень люблю мороженое. И так как мы живем в Испании, у нас есть такая сеть супермаркетов Меркадона. Меркадона! Они не заплатили нам ничего за это. Это не реклама. И у них есть прекрасное кокосовое мороженое, которое продается в кокосовых орехах. Это безумно вкусное мороженое. Это интересно. Ты жил столько лет в Москве, я в Москве не жил, и у меня первая ассоциация, когда я говорю о мороженом, это легендарное мороженое в ГУМе в Москве, этот сливочный пломбир. Это правда. Это очень вкусное мороженое. Да, люди, которые застали советский период, говорят, что оно напоминает им вкус детства. Мгм. Какой еще есть вкус? Горький. Горький вкус. Да, в еде горький вкус встретить, наверное, трудно. Крайне редко. Горечь – это все-таки присуще каким-то специям, приправам, Мгм. но не блюдам. Да. Кислые – это как раз капуста, квашеная капуста. Мгм. Очень популярная закуска для алкоголя в России. Артур знает. Да. Артур знает, да. Сергей тоже, поверьте. Мгм. Горечь добавляет, например, чтобы наши студенты поняли, например, грейпфрут. И очень часто в салат режут чуть-чуть грейпфрута, чтобы он вот добавлял горечь. Да. Вообще, кстати, говорят, что заправка к салату должна сочетать сладость, горечь, такую кислинку и что-то еще. И остроту. То есть должна быть комбинация 4 вкусов, чтобы все рецепторы... Как мы это можем провернуть с селедкой под шубой? Это другой вариант. Но когда я делаю заправку для салата, я, например, беру горчицу, Мгм. лимонный сок, Мгм. мед Ого. и чуть-чуть соевого соуса. Перемешиваешь. Мне кажется, это очень вкусно. Друзья, через несколько минут мы с Артуром обсудим интересные блюда, которые мы пробовали, может быть, интересные рестораны. Но сначала хотим напомнить вам, что и я, и Артур работаем преподавателями русского языка. Если вы хотите стать студентом Артура или моим студентом, внизу в описании к этому видео, к этому подкасту вы найдете все контакты, как заказать урок с Артуром, как заказать урок со мной. Так что обращайтесь, мы станем вашими крутыми учителями русского языка, выпьем за это. Русское радиошоу. Возвращаемся. Значит, я пообещал, что мы должны вспомнить какие-то интересные блюда или рестораны, в которых мы бывали. У меня есть одна проблема. Если я что-то не могу прожевать, я не могу это проглотить. То есть, если я ем стейк, и я его жую и не могу прожевать, я его беру салфетку и выплевываю. Я делаю так же. Я боюсь глотать то, что я не могу проживать. И я сейчас расскажу о своем опыте, потом ты расскажешь. Я был в Италии, и мы пошли в ресторан с 1 звездой Мишлена. Значит, этот ресторан находился в музее, в зале музея. Днем это был музей, а вечером что-то упало. У Артура упал микрофон. Только микрофон и все. Только микрофон. Самое главное, что ты не упал. Так вот, значит, днем это был зал музея с картинами, Мгм. а вечером приносили столики, это был ресторан. Это был очень интересный опыт, и мы заказали дегустационное меню, там было 7 блюд. Я помню, что там были равиоли, итальянские пельмени, Помедленней. помедленнее. Там были равиоли с какой-то вкусной начинкой, но нам принесли кусок мяса, Ага. это была говядина, Мгм. и я не мог прожевать эту говядину. Я ее жевал, и в итоге взял салфетку и выплюнул. А формат такой, что после каждого из 7 блюд приходил шеф-повар и спрашивал: ну как вам? И я соврал, сказал, все очень вкусно, а сам спрятал эту салфетку с куском мяса, который не мог прожевать. Это наша особенность жителей России. Мы иногда не можем обидеть человека Да. и сказать ему, что нам что-то не понравилось.
И даже если нам действительно не понравилось, мы скажем, что все было очень хорошо. Это русское гостеприимство. Да. Мы знаем, что русские гостеприимные. И мы, конечно... Мы не можем обидеть повара, который для нас готовил. Нам проще промолчать. Напишите, кстати, в комментариях, в ваших странах также или все-таки вы напрямую бы сказали, что вам не понравилось и попросили заменить блюдо? Я знаю, что англоговорящие обычно говорят: это было интересно. Это значит, что... Аркадий говорит так же. Это значит, что это было не очень хорошо. Да, Аркадий — это наш общий друг. Так, ты много путешествовал, намного больше, чем я. Вот первый какой-то необычный опыт, какое-то вкусное, интересное блюдо или необычный ресторан, какой-то формат, что ты вспомнишь? Я пытаюсь вспомнить. Я был тоже и в ресторанах с мишленовской звездой, где повар имел мишленовские свои отметки какие-то. Не могу сказать, что этот формат мне близок, и он меня очень привлекает. Я очень люблю простые забегаловки, мы это называем по-русски, запомните это слово. Забегалов. Это простой формат ресторана, это не стритфуд, но это ресторан без белых скатертей, как мы можем сказать. И есть прекрасный ресторан в Порту, это Португалия, где за очень небольшие деньги можно попробовать жареное бразильское мясо и большой графин вина. Самое главное. И это самое вкусное мясо, которое я ел в своей жизни. Если вспомнить про форматы, популярные в России очень хорошие рестораны. Я думаю, ты знаешь, ты был в Москве, я говорю про Москву. Но я не могу сказать, чтобы меня что-то очень впечатляло в Москве. Но я знаю, что в Москве публика, когда ты там жил, клиенты очень требовательные. Да, да. И люди любили вкусно поесть, Да. пойти в красивый ресторан, чтобы шеф-повар был Да. итальянцем Конечно. или аргентинцем и так далее. И были мишленовские рестораны. Да, был гид Мишлена как раз в 21 году. Вот первый и последний гид Мишлена в московских ресторанах. Ну вот смотри, когда ты жил в Москве, топ-3 твоих любимых ресторанов, Да. куда ты ходил? Да, они И есть. почему? Первый у дома, который располагался в депо, это знаменитый ресторанный кластер Москвы, это Хинкальная, это грузинский ресторан, проверенный временем, Отлично. качество не портилось на протяжении многих лет в этом ресторане. И я очень любил хинкали, это традиционные грузинские пельмени на пару. Да простят нас грузины. Да, которые нужно есть только руками. Только руками. Окей, значит, грузинская кухня, грузинский ресторан. Что Да. еще? Это украинский ресторан. Я очень любил ресторан «Корчма». Корчма. Да, он назывался «Корчма». На русский это можно перевести приблизительно как Трактир. трактир. Это устаревшее название ресторана. Еще можно сказать устаревшее слово русское такое «кабак». Кабак. Да. Но сейчас кабак, это слово имеет такую негативную Да, окраску. да. Да. Я очень любил там вареники. И, наверное, третий мой любимый ресторан. Как видите, это очень простые рестораны. Москвичи сейчас бы смеялись мне в лицо. Это... Я забыл. Окей, Пусть их будет два. Топ-2. Я тоже очень люблю грузинскую кухню, и у меня в Литве, когда я жил в Литве, одним из самых любимых ресторанов был ресторан русской кухни, который назывался «Чагин». И мы всегда приходили туда с друзьями, и у нас был стандартный набор. Это, значит, был салат оливье, это была строганина. Я никогда не пробовал Никогда? строганин. Строганина — это карпаччо из сырой рыбы, немножко маринованной, с луком, по-моему, с лимоном. Очень вкусно. У меня слюни текут. Хорошая фраза. Текут слюни или текут слюнки, Да. когда мы хотим есть. Мы всегда заказывали сибирские пельмени, большие, обязательно со сметаной. Обязательно со сметаной. И водочку с соленым огурчиком. Классика. Да. А сало? Сало. Иногда заказывали сало. Мы обычно заказывали много небольших блюд и все вместе их ели. Напишите в комментариях, пробовали ли вы сало и нравится ли вам русская водка. Да.
Интересно, при том, что сало — это традиционное украинское блюдо, украинский продукт. Ты помнишь, у нас 2 года назад было какое-то славянское настроение? Да, да. Было холодно, была зима, и мы с Артуром купили водку И сало. и сало. Да, я помню, что мы пили ледяную водку и ели сало. Вкуснятина. Кстати, твой подкаст и это видео может посмотреть Фрэнки, передадим ему привет. Он как раз-таки одно из воспоминаний, которое разблокировалось у него о Москве, когда он там был, это водка и сало. Фрэнки — это твой студент. Да, мы с ним были на разговорном уроке. Да. Отлично. Фрэнки, привет. Окей, говоря о продуктах и завершая наш диалог, есть продукты, которые ты можешь есть просто нон-стопом и которые ты не очень любишь. Например, у меня есть мой близкий друг, который ненавидит сало Мгм. и ненавидит оливки. Ни в каком виде. Он любит оливковое Кажется, я его масло. знаю. Да, но он ненавидит оливки. Я, например, всеядный. Всеядный. Я могу есть все, кроме острой еды, но если мы говорим об ингредиентах, о продуктах, Мгм. я, в принципе, ем все. Очень люблю то, что я могу есть каждый день. Это рыбу, очень люблю лосось, на пару, жареный, сырой в сашими и в суши. Мгм. Я очень люблю авокадо. Очень люблю авокадо. Я знаю, что это не экологично, потому что авокадо, когда растет, потребляет много еды. В общем, авокадо наносит большой вред экологии планеты. Мгм. Я очень люблю яйца, Мгм. но в последнее время я стараюсь есть только белок и не есть желток, Мгм. потому что говорят, что холестерин повышается. И я очень люблю молочные продукты. Мгм. Сыры, творог, кефир, молоко. и так далее. Ряженка. Ряженка, да. Но это такие русские продукты. Попробуйте найти, что это такое в сети. Твой топ любимых ингредиентов, и как раз наши студенты могут вспомнить название каких-то продуктов. Я очень люблю гречку. Гречку. Я очень, как и ты, люблю авокадо, и я не знал, что он наносит такой ущерб нашей планете. Мгм. Я очень люблю все, что связано с рыбой. Это лосось, это красная икра. Я очень люблю картошку. О, да. Картошка. Это ингредиенты, которые я могу есть практически каждый день. Я не люблю красное мясо, я не люблю баранину, Мгм. я не люблю свинину. Я могу ее есть, но если у меня будет выбор, я ее не выберу. Видишь, я ем все. А последнее. Как ты относишься к разным ингредиентам и продуктам, которые сейчас в тренде? Киноа, Очень люблю. семена чиа. Очень люблю бросать их в йогурт. Кстати, ты знаешь, что я тоже кладу в греческий йогурт семена чиа. Нужно подождать 20 минут, Да, они разбухнут. чтобы они разбухли, и тогда можно есть. Разбухать, увеличиваться в размерах. Да, становится больше. Так, вроде поговорили немножко о еде. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше любимое блюдо. И самое главное, напишите, откуда вы, из какой страны. И если бы мы с Артуром приехали в вашу страну, какое одно блюдо мы просто были бы обязаны попробовать? И почему? Мне кажется, Прекрасно. прекрасно, да. Может быть, мы побываем и обязательно попробуем. На сегодня все. Захотелось есть. Да, мне хочется есть меньше, потому что я съел одно печенье. Ты сейчас съешь и вторую за кадром, я вас съем- уверяю. Я съем второе печенье, да. Друзья, подписывайтесь на Русское радиошоу, ставьте лайк. Если вы слушаете подкаст, поставьте 5 звезд или какую-то другую высокую оценку на той платформе, на которой вы нас слушаете. Заказывайте уроки со мной, заказывайте уроки с Артуром. Вся информация внизу. И оставляйте комментарии. Пока-пока. Изучайте русский язык с удовольствием и с Русским радиошоу. Пока!